Итак, ну что, сейчас проверим свои семьи пока, а потом будем уже переходить к семьям, которые привезли вчера от Виктора Владимировича. Самое интересное, у Виктора Владимировича пчелы были очень спокойные, тихие и нас почти не жалили. А мы с женой приехали сегодня, хотели, думаю, ну давай поработаем, а после обеда, потом ближе к вечеру уже с пчелами разберемся. Как итог, пчелы решили разобраться с нами. Потому что жена не смогла ни грядку скопать под цветы клумбу, я не смог ни крышу нормально. Ну, крышу доделали, вон, крышу доделали, там хотели подшить еще. Но, в общем, не получилось подшить, потому что пчелы просто начали нас атаковать. Так, сейчас мы здесь убираем. Акация у нас здесь рядом цветет. Все хорошо, здесь не побило. Так, здесь прилепили немножко холстик. Так. Все, холстик чистый. Так, сейчас поднимем немножко. Так. Я смотрю, пчелки вот с этой стороны наносят, похоже, нектар. Либо отстраивают вощину, потому что здесь у них была вощина. Я им ставил вощину здесь. И, похоже, пчелки здесь тянут вощину. Да, тянут трутневую, тянут снизу, достраивают. Потому что вощину я здесь делал маленькую. Я один лист вощины делил на 3. Получалось по 8,5 сантиметров. И она очень маленькая, но пчелы наверху ее достраивают сами трутневой ячейкой. Вот здесь у нас уже акация пошла. Здесь они уже отстроили, занесли вот акацией. Отлично. Так, значит, в магазин пчелки работают. Акация рядом есть, что-то они несут уже хорошо. Насчет товарного меда я сильно, конечно, сомневаюсь, потому что здесь вообще пусто абсолютно. То есть, ну, здесь как бы не только вощина, здесь по большей части все идет уже отстроенная вощина. Частично. Хотя бы частично где-то, то есть она уже частично, что-то где-то отстроенное. Но пчелки строят, пчелки работают. Так, сейчас мы это дело поставим вот сюда. Вот так вот. И снимем магазин. Нам нужно, ну, вряд ли, конечно, есть троевые маточники, но нам нужно проверить, есть троевые маточники, нет роевых маточников. Так, клеща на пчеле я не вижу. О, вижу маленький шмелик. Шмелик заходил, пчелки его побили. Так, все, хватит сейчас пока. Так, сейчас щеточкой посметаем вас. Так, здесь все плотненько. Но вощину пчелы даже не строят. То есть, чтобы вы понимали, сбоку вощина как стояла, так и стоит. То есть пчелы в бок не идут. Пчелам этот бок не нужен. И вторая вощина как стояла. Нет, вторую вощину пчелы начали отстраивать.
Да, по чуть-чуть начали отстраивать. Пчела хорошая, крупная. Молодая, с пушком. И маленькая есть тоже. Строят. Потихоньку сбоку строят. Но все же поднимаются наверх. Ладно. Зато они не должны роиться, потому что работа у них валом для молодой пчелы. Труд, пустая рамка без... О, молодая пчела. Так, пустая рамка без засева. Без... немножко напрыск есть. Акации принесли. Ну, рамка пустая. То есть, как бы, не дать не взять. Посередине не буду ставить. Ну, можно, конечно, попробовать поставить и посередине. Молодая пчела быстрее оттянет вощину посередине. Но, опять-таки, вот расплод молодой. Ой, молодой расплод. Здесь вот расплод вышел. Молодая пчела. Надо здесь найти матку, пометить бы матку. Расплод выходит. Мисочки тянут. Ну как тянут? Мисочки отстроенные. Пустые. Так, труд. Ну, клеща на пчеле не вижу. Я не вижу ни одной пчелы с клещом. Может быть, в расплоде где-то он есть, но на пчеле я клеща не вижу. Семья здоровая. Тот, кто лечит весной пчел от клеща, наверное, осенью не лечит. Я не знаю. Ну вот, печатный расплод, личинка. Маточников нету, все в семье хорошо. Матку не знаю, найду, не найду. Все хорошо в печатном расплоде. Клеща не видно. Клеща не видно. Матка сеет, матка работает. Так. Не хотелось бы дальше их тревожить. Так, здесь расплод печатный. Личинка. Личинка. Труд выходит. Так, матку не видно. Все в семье хорошо. Роевых маточников нету. Пчела роиться не собирается. Не хотелось бы, конечно, лезть днем. Акация цветет, пчелы работают, но по-другому не получается. Не полезешь же ночью к пчелам. Так, ага. Так, мисочка. Что они там делают в этой мисочке, не пойму. Пчела там что-то делает в мисочке. Сейчас мы эту мисочку всковырнем. Вот так вот. От греха подальше, чтобы она нам не мешалась тут. Так. О. Так. Начинается. Ракетная опасность. Так. Так, ну клеща на пчеле я не вижу. Еще раз повторюсь. Семья здоровая. Так, здесь у нас что? Личинка молодая. Это хорошая засеянная рамка. Полностью засеянная. Яйца не вижу. Личинка. Так, матка. Где же матка? Угу. Так, здесь все хорошо. С этой стороны тоже все хорошо. Личинка молодая. Значит, матка, скорее всего, на следующей рамке будет. Итак, ага, печатный расплод на выходе, личинка. Господи, горбатый, что ли, расплод такой. Так. Здесь все хорошо, печатный расплод на выходе, пчелы выходят, пчелы работают. И остается у нас последняя рамочка. Крайняя. Она должна быть у нас кормовая. На 10 рамочных.
Ой, здесь у нас горбатый расплод. Перговая. С этой стороны горбатый расплод, мисочка пустая. И да, она медоперговая, да. Мисочки есть, мисочек много, маточников нету. Ну и осталась стенка. Ладно, на стенке точно все хорошо. Так, все, возвращаем на место все рамки. Так, все, этих пчел проверили. Ох, прилетел кто-то мне в голову. Так, у этих пчел все хорошо. Угу, все, у них замечательно. И кирпичик им на крышу. Так, теперь посмотрим вторую семью. Свою же. Так, холстик прилепили к крышке. Так. Угу. Так, здесь тоже пчелы работают в магазин, носят. Ладно, так, быстренько проверяю рамочку для себя, чтобы просто понимать, есть что-нибудь, не есть что-нибудь там у нас. Так, здесь у нас пусто, все отстроенное, но пустое. Здесь у нас пуст, чуть-чуть нектара занесли, но очень мало. Акация только подцвела. Здесь у нас чуть-чуть чувствуется, нет, ничего не чувствуется, пусто. Крайние пустые. Крайние пустые, но строит, пчела строит. Пускай строит. Так. Пока у пчеловода не будет нужного количества отстроенных рамок, пчелы будут строить, расходовать мед. Можно на сахарном сиропе отстроить, конечно, попробовать. Ну ладно, мы этим заниматься не будем. Так, здесь у нас все 10 рамок, да? Ну, где-то вощина пустая, недостроенная даже. Какой может быть взяток? Так. Итак, крайняя рамка перговая. Крайняя рамка у нас перговая. Ой, перга посыпалась. Так, крайняя рамка у нас перговая. Следующая за ней рамка была вощинная. Вощину пчелы оттянули. Да, засеяла матка, засеяла вот расплодиком. Пчелы запечатали, личинка. Матка где-то здесь должна ходить, если не убежала. Яйца. Матка хорошо сеет. Снова в новенькую рамку засеяла. Все отлично. Яйцо в каждой ячеечке яйцо. Все засеяла матка. Отлично. До самой крайней рамки. Пчелы это отстроили. Вот здесь вот семья поработала лучше, чем в первом улье. Так. Здесь они у нас натянули сбоку каких-то языков непонятных. Здесь печатный расплод. Матка засеяла все. Расплод вышел. Матка засеяла дальше заново. Да, вот здесь у нас все хорошо. Пчела выходит. Так, маточников роевых нету, мисочки. Я думаю, в этой семье тоже все хорошо. Единственное, вот эти вот надстройки все брать бы. Ну то ладно. Так, здесь тоже самое, печатный расплод. И нектаром занесли немножко в серединочку. Личинка.
мисочки. Так, все, здесь все отлично, маточников нету. Все у пчелок хорошо. Так, что-то я клеща на них не глянул. Сейчас посмотрим. Так, расплод. Мохнатая пчела молодая. Клеща на пчеле я не вижу. Нет, пчелки весна, а пчелки здоровые. На спинках у них нету. Может быть, в расплоде есть. Но больных, побитых пчел я не вижу. Перга сыпется с рамки. Нет, пчелы здоровые. Все у них хорошо, маточников нету. Так, ну, я думаю, дальше я проверять семью не буду. Мне кажется, в семье все хорошо, проблем в семье нету. Ни роевых маточников. Ну, давайте вот с краю посмотрю. Вот вощинку, которая стояла. Опа! Что-то где-то сбили. Во, здесь пчелы тянут. Обалдеть. Здесь пчелы начали тянуть из на обычной вощине трутовые соты. Шарахнула. Сейчас еще раз шарахнет. Вторая ракета полетела. Лишь бы не на голову. Так. Понятно. Значит, эту рамку мы передвинем вот сюда. Чтобы матка крайнюю рамку не сеяла, мы ее поставим здесь вот с краю. Потому что очень много трутовых сот. Так. Дальше ганимановская решеточка. Оп, второй прилет. Так, пчелки. Простите там, если что не так. Так. Кирпичик. И пора, пожалуй, быстренько убежать. Итак, это у нас семья, третья моя семья, из которой у меня вышел рой, который я ловил тут, перевозил. В общем, здесь что? Здесь такая ситуация. Магазин я даже смотреть не буду, потому что здесь как бы, ну, толку от магазина-то. Он стоит просто и стоит. Сразу убираем на кирпичик вот так вот сюда. Хоп. Так. Здесь у нас оставалось две матки. Отсюда вышел рой и оставалось две матки. Потому что пели две матки здесь. Сейчас мы их находим. А мы сейчас проверяем вообще. Вот пчела прилетела тут ко мне. Мы сейчас проверяем. Вообще пчелы очень мало. Очень мало здесь осталось. Сейчас мы проверяем, облетелась ли матка или нет. А осталась ли одна матка или здесь их несколько. Так, все, смотрим внимательно, ищем матку. Специально поменял аккумулятор, чтобы он не сел, чтобы я потом быстренько нашел одну матку, нашел другую матку и всех их поубирал и проверил. Пожалуйста. Так, рамка пустая. У нас там получается 6 рамок. Да, 6 рамок. Мы сейчас... А, нет, рамка с напрыском меда. Крайняя. Оставим ее. Крайний с напрыском меда. Пчел в ней нету. Яиц нету. Расплода нету. Ничего нету. Пчелы тут балдеют. Тоже с напрыском меда. Пчелы сюда нанесли акацию. Пчелам делать нечего. Расплода нету. Они начинают носить мед. Ну, как много пчел. Сейчас посмотрим дальше по гнезду. Прямо. Так, это, наверное, самый геморрой будет. Так, здесь у нас мисочки. Уже никому не нужные мисочки. Мы их оторвем, чтобы они меня не смущали.
Итак, здесь у нас тоже напрыск меда и перга. Так, вот эту рамку, которая называется вощина, мы вот пчел убираем, потому что она им не нужна. Строить они ничего не будут, потому что пчелы здесь не так уж и много. Поставим ее вот здесь вот так вот аккурат. И вторую рамку лощины, немножечко отстроенная из старого воска немножко. Мы ее тоже убираем от них. Она этим пчелам не нужна. Мы поставим их, вот там есть семейка одна, буду пересаживать ее, им подставим лощину, пускай строят. Так, здесь у нас дальше пусто, матки нету, пчел толком нету. Вот здесь вот нектар у нас, напрыск нектара. Матку я не вижу, ни плодную, ни бесплодную, никакую. Яиц не вижу. Засева даже трутового никакого нету. То есть трутовки в семье не появились. Была матка, трутовки в семье не появились. Не знаю, матка, похоже, не какой толстый жирный трутень. Прям хороший такой осеменитель. Только матку он, похоже, не осеменил. Так, ну и клеща на пчелах тоже нету. Ни матки, ни засева, ни клеща. Это самая печальная семья. Но сейчас мы будем делать что? Мы сейчас будем вот эту вот семейку, которая стоит рядом, мы будем ее пересаживать сюда. Там матка плодная, там есть открытый расплод. Осталось только здесь найти матку неплодную и убрать ее отсюда. Так. Хоть через ганимановскую решетку их всех труси, чтобы все зашли. А матка может так и сделать. Трутень. Так. Расплода я не вижу. Яйца никакого не вижу. Ничего не вижу. И матку я пока тоже не наблюдаю. Что-то пчелы бегают как сумасшедшие. Блин. Эта работа называется «Найди матку». Меня прям аж раздражает. Еще если она здесь не одна. Но была не одна. Дай бог, чтобы она была все-таки здесь одна. Но мы сейчас посмотрим. Вот так. Чтобы матка не перебежала у нас никуда. Мы сейчас тут глянем. Пчелы бегают. Шепотные, перга. Так. Не вижу я ни маток. Ничего. Недоперговые рамки. Все. Где матка? Где она бегает? Так. Может быть, здесь и нет матки уже. Так, смотрим. Вот эта рамка, мы ее тоже отсюда уберем, она здесь не нужна. Здесь матки нету. И пчелы здесь мало. И нектара здесь нету. Мы это уберем. Так, все. Вот это у нас рамка ненужная. Вот эта рамка у нас тоже ненужная. Абсолютно она не нужна. Так. И здесь матки нету. Блин, огромный трутни. Просто огромный трутни. Просто посмотрите, какой он жирный. Так. Вот это у нас тут рамка тоже не нужна.
Так, все это у нас пустая абсолютно рамочка. Так, поехали еще раз, по второму кругу. Сейчас мы еще по-другому сделаем, вытряхнем здесь. Так, ладно, вытряхивать не будем. Мы просто вот так вот вытаскиваем куски этого канди, засохшего уже давным-давно. Так, смотрим еще раз. Вот здесь вот у нас что? Матки не видно. Еще раз хорошенько в обратную сторону проходим. Смотрим. Медоперговая. Личинок нету. Так, здесь я матку не вижу. Блин, какая-то долгая работа ее найти. Была бы она меченая. Так. Угу. Здесь матки нету. Вставляем ее с краю. Смотрим дальше. Пчелы бегают суетные. Матку я не вижу. Блин, да где ж ты есть-то? Пчелы совсем немного. Тут горсть пчелы, а я не могу найти матку, если она здесь есть. Ну, должна была быть матка. Блин. Правда, горсть пчелы. Что здесь нектара? Немного, да? Так. Наверное, эту рамку мы тоже заберем отсюда. Так, нам надо оставить 4 рамки. Здесь у нас что?
Ужасная рамка, ее мы тоже заберем. Трутень. Жопки кверху торчат. Не знаю, ну говорят, что если жопки кверху машут, то нету матки. Я не вижу матку, я уже второй раз смотрю. Горсть пчелы, а матку я не вижу. Отбой ракетной опасности. Жужжат пчелы. Жужжат пчелки. Так, все. Скорее всего, матки здесь и нету. Может, вышла на облет, да не вернулась. Потому что найти ее я не смог. Угу. Ну и пчел, трутовок здесь тоже вроде бы нету. Итак, все. Этих мы ставим на место. Искать больше смысла не вижу. Так, переходим к переселению семьи. Так. Угу. Так. Здесь оторвем. Все, и поехали. Так. Здесь, знаю, матка есть. Матка плодная, это 100%. Проверяли, вчера смотрели. Так. Ой, черная пустая сушь. Черную пустую сушь мы, пожалуй. Так, что у нас тут? Черную пустую сушь мы поставим в сторонку, а что-то получше мы вернем. Ну, например, вот эту, да? Какая она здесь с нектаром? Вот это. Ну, вот эту мы вернем. Так вот. Сушу берем. Так, здесь у нас рамка без делителя. Пустая.
Матка тут не сеяла. Забыл их попшикать. Так, пустая рамка без Гофмана. Ее мы тоже уберем в стороночку, а вот эту поставим. Наверное, да? Или вот эту поставим. Это перговая, черная. Вот эту вот посвежее поставим. Вон она с нектаром. Так вот. Так, идем дальше. Так, здесь у нас личинка. Личинка. Расплод выходит. Маточку, маточку, маточку. Где ж ты, маточка? Увидеть бы тебя, родная ты моя. Так, так, так. Так, здесь у нас что-то непонятное. Что у нас, где матка? Пчела спокойная. Личинка есть, яйцо есть, а вот матку я не вижу. Матку я не вижу. Ну да ладно. Мы их сейчас немножко пофышкаем всех. Чтобы они имели общий запах. Вот так вот. Так, и поставим эту рамку с расплодиком вот сюда. Делителя Гофмана нету, поэтому будем оставлять зазор. Так, следующая рамка. Печатный расплод, личинка. Личинка, хорошо запечатанный расплод уже. Здесь тоже все хорошо. Матка должна быть где-то здесь. Так, это у нас с делителем Гофмана. Так, здесь у нас пустая была овощинка, наверное, отстроили они. Пустая, без засева. Без, нет, вру, с яйцом. Яйцо есть, яйцо есть, яйцо есть, нету яйца. Матка может, возможно, даже где-то на этой рамке. Сейчас я быстренько постараюсь найти ее. Потому что здесь засев. Так, сейчас шарахнет. Так. Яйцо, матка. Может быть, на этой стороне. Здесь засева нету. Куда ты могла сбежать? Так, куда ты могла сбежать? Засев на этой стороне есть. Яйцо. Матка сеет по кругу. Где же ты, где? Солнышко мое. Неужели убежала от меня? Вот почему я привык маток метить. Матку пометил и видишь, где матка. Для чего видишь? Для того, чтобы контролировать, чтобы ее не придавить, не задавить, не побить. Ничего с ней не случилось. Поэтому
Поэтому пофышкали пчелок мятной водичкой и поставили. Здесь у нас есть засев. Аккуратненько, стараясь никого не придавить. Мы кого-то придавили. Все. И последняя рамочка из этой серии. Ох, а там еще пчелы сбоку. Так, и последняя рамочка, она у нас черная вся. Но она у нас с нектаром. Прилетела оса. Решила полакомиться пчелой. Здесь был маточник. Разгрызли. Все. Теперь здесь довольно хорошая, сильная, крепкая семья с плодной маткой, которую они не должны ни грохнуть, ничего с ней сделать. Так, с этой семьей мы закончили. Все, здесь они у нас разберутся, сами залетят, прилетят куда нужно. Все, эта семья у нас нормальная будет. Осталось у нас пересадить еще одну семью в большой улей зеленый, деревянный. Другую семью пересадить надо. Пересадить. Там надо просто поставить магазин, расширить, потому что у них там, в общем, у них там ужас творится. Они собираются роиться, надо маточники оттуда убирать.